Отпадно выглядишь? Что это? Вообще я выбираю только самые лучшие вещи, самые лучшие места. Что стучишь? А дверь открывать не учили? А что нужно? Ты сама не можешь открыть дверь? Ты джентльмен или Ну, джентльмен как бы, с но... помойки где-то? Не, не с помойки. Почему с помойки? А ты так и не зайдешь, будешь мерзнуть? Открой, пожалуйста. А если я не открою? Ты будешь Мне не стоять? принципиально. Ну, давай, ладно. Не успел. Но видишь, дернулся тебе открыть дверь. Привет. Ё-моё, ты такая холодная. Друзья мои, всем привет! Хочу сказать вам одну вещь, которую в роликах никогда не озвучиваю. Ну, в принципе, в роликах я никогда к вам и не обращаюсь, потому что считаю, что YouTube формат не совсем подходит под это. В общем, я начал записывать свои мысли по поводу женских манипуляций, по поводу этих содержанок. Какие-то вырезанные кадры, что там такое эдакое, которое все то, что за кадром. В общем, это все в моем телеграме. В общем, если ты любишь не только смотреть, но и мыслить, welcome в телеграм, ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Ты вот стояла еще выясняла отношения. Ну, дверь можно было открыть, знаешь. Простите, великодушно. Как мне исправить ситуацию? Расскажи о себе лучше. О себе лучше? Ситуацию я сама исправлю. Слушай, круто, берешь все в свои руки, да? Как по жизни, от вас же ничего не дождешься. Ага. Так, а что тебя интересует? Скажи. Кем работаешь, сколько зарабатываешь? Уже? Такие вопросы? Ты только села. Ну, расскажи о себе, твои увлечения. Увлекаюсь, тобой увлекаюсь. Вот очень хочется узнать тоже про тебя. Увлекаюсь разным. Мной увлекаешься как? Ну, ты симпатичная девушка, ты села, я вот тобой сейчас увлечен. Увлечен? Да, мое увлечение 100%. Вот, поэтому вот так вот. Что тебя интересует? Типа работа? Работа, увлечение. Работа, увлечение. Я айтишником работаю. Сколько зарабатываешь? Блин, у тебя такие вопросы топ прям вообще. 2 минуты знакомства, ты уже сколько зарабатываешь? Ты серьезно? Нормальный вопрос абсолютно. Ну, не знаю, меня учили, что нельзя у человека спрашивать уровень доходов. Это как-то неэтично. Ну, если стыдно назвать цифру, лучше промолчать. Не, почему стыдно? Слушай, ну хорошо, вот я скажу какую-то цифру. Откуда ты знаешь? Я соврал, не соврал, может, я преувеличу. Давай я скажу, 1 000 000 рублей будет. Мало. Серьезно? Да. А сколько нужно? Ну, у меня 3 миллиона в месяц минимум. 3 миллиона рублей в месяц? Минималка. Чтобы мужчина зарабатывал? Но мужчина должен не меньше 200 тысяч в месяц зарабатывать. Так, подожди, 3 миллиона или 200 тысяч? Я ты меня говорю запутала. свой заработок. Мой заработок 3 миллиона. Ну, зачем мне мужчина, который слабее меня по характеру, меньше зарабатывает? Он же сам себя будет чувствовать угнетенным. То есть ты хвастаешься? Нет, я не хвастаюсь. Такая села, я говорю 3 факт. миллиона. Я извиняюсь, где столько платят? Можно узнать? Слушай. Так. А теперь ответный вопрос точно так же интересно. Очень. Только села в машину, уже вопрос, где я столько зарабатываю. Ну да, интересно, слушай, человек сел, 3 миллиона зарабатывает. Это огромная сумма просто. Мне интересно, где столько зарабатывают? Может, я туда устроюсь. Малыш, точно не эскорт. Ну, ты знаешь, я подумал, конечно, над этим, потому что 3 миллиона это... Так, а где? Ну, что ж, секрет какой-то или что? Слушай, ну, свой блог, съемки, программы. Свой блог? Свой блог. Где? Давай потом. Просто интересно, ты сейчас в современных реалиях на своем блоге вынимаешь 3 миллиона, правильно? 21 век на дворе, это норма. Ну так 1 миллион. Ты кем работаешь? На чем зарабатываешь? Так я же сказал айтишник. Айтишник, ну вот. Пишу программки, приложения, там все дела. В свободное время чем занимаешься? Ну, в свободное время, не знаю, курю кальян, там бары, рестораны, там, не знаю, выставки какие-то. Фига чего. В театры хожу, не знаю, путешествую. Театр? Ну да. Фу. Почему? Ты не любишь театры? Это очень скучно. Серьезно? А что не скучно, скажи? Ну,
Ну, не знаю, я лично так провожу отдых с подругами Так. на недельку в Дубае, потом Монако, Турция. И тут я проснулась. Нет. Сходили в бассейн, 5-звездочный отель, завтрак, массаж, спа-салон, релакс. Это часто так происходит? Ну, буквально каждый месяц куда-нибудь вырываемся, да. Ты говоришь, что ты в Дубае ездишь, а что ты такая бледная? Бледная? Не похоже, что ты ездишь в жаркую страну. Консилер нанесла. Я понял. 3 миллиона. В Дубае, ну, бледная. Просто ты не похожа на человека, который зарабатывает 3 миллиона. Почему? Ну, не знаю, мне кажется, они такие все в цацках всяких, там, в каких-то дорогих вещах, там, во всех делах. С сайта знакомств девушки звонят? Естественно. Да это на самом деле жена звонит. Так и чё? Боится, что ты потратишь свои копейки на нее. Боится, что я потрачу на шлюх. Сейчас будет рубрика No Comment. Рубрика «Остановите машину, я выйду». Если бы, допустим, я был бы женат, ты, короче, для тебя это не камильфо. Но это не серьезно. Не серьезно. То есть у тебя принципы, да? Принципы. А у тебя были вообще отношения с женатыми мужчинами? Нет. Хотелось бы? Слушай, женатики, они такие неинтересные. Почему? Всунул, высунул и пошел. Ё-моё. Хорошо, а тебе что надо? Для каких целей ты ищешь себе мужчину? Слушай, серьезные отношения, взаимопонимание, поддержка друг друга, никак не иначе. И он должен зарабатывать 200 минимум. Если у тебя действительно есть жена, зачем тебе тогда... Да я пошутил, ты что, угораешь, что ли? Я пошутил. Какая жена? Если бы у меня была жена, вряд ли бы я кого-то искал, правильно? Ну, я тебя как человека полностью не знаю. Мы знакомы сколько? Сколько 10 минут. 10 минут мы знакомы. Так, и чего? Ну, 10 минут, вот видишь, и, ну, если я... Короче, мы обсуждаем какую-то ерунду. То есть ты ищешь для семьи мужика? Слушай, честно, даже не сказать, что мне нужны вот эти серьезные отношения. Мужчина, он должен обеспечивать девушку, для нее делать все. Что? Ты меня запутала. Ты только что сказала, мне нужно для серьезных отношений, а сейчас уже нет. Серьезные отношения, смотря в каком плане. Любить можно что угодно. Тот же самый цветочек, растение в огороде. А потом какой-то день оно завянет. Так, а зачем тебе, чтобы, ты говоришь, чтобы мужик обеспечивался, ты ляма получаешь? Я просто понять не могу. Мне кажется, ты на каком-то приколе. Ты и так обеспечена, ты хрена. Это тебе, мужику, пора обеспечивать уже. У тебя потолок 3 миллиона, это же вообще можно купить просто все. Слушай, у меня 3 миллиона уходит в недвижки. Ты как? Вкладываюсь в недвижки. Покупаешь недвижимость, что, сдаешь или что? Сдаешь в аренду, получаешь, да, с этого большой бонус. Так, ну и зачем тебе мужчина, который будет тебя содержать? Ну, когда сама себе покупаешь, это все, конечно, интересно, это гордость. Но когда мужчина, это же внимание, это же приятно. Я понял. Что, не так? Не так, ну просто это интересно, ты сказала, при твоем заработке ты мужчина должен там, ну, минимум 200 тысяч, это, ну, как-то разница уровней какая-то колоссальная, нет? Ну, учитывая твой заработок, ты меня не потянешь. Так, и? Машину твою продавать будем. На автобусе ездить, что? Ты хочешь на автобусе поездить? Могу. На остановке остановишь? Ну, ты очень странная. Прям очень, максимально странная. У нас диалог еще не совсем, знаешь, как-то состыковывается. Вот чувствуется момент небольшого такого напрягалого. Да потому что даже начало. Цветов нет, никакой шоколадочки нет. 100 рублей разорился бы, да? Дверь открыть не можешь. О чем Одни минусы.
Один из 3 пунктов можно было поставить? Ну, слушай, я же тебя не видел, я тебя не знаю. Как бы, да, мы попереписывались на сайте знакомств. Что, зачем дарить? Я, наоборот, хотел просто увидеться, наладить визуальный контакт, энергетический, и уже тогда принять решение на следующую встречу. Логично Принять же? решение? Какое? Да. Ну, нравишься ты, мне не нравишься, буду я тебе шоколадку дарить, или дверь открывать, или цветы дарить. Понимаешь? В начале встречи ты сказал, что я тебе интересна. То есть за... Это была шутка. Даже Почему это шутка? Просто шутка. Ты спросила, чем ты увлекаешься. Зачем ты меня тогда позвал? Еще раз объясняю, я тебя позвал, чтобы Узнать как человека. Да, узнать как человека и посмотреть физиогномику твою, да, эмоции твои, отличаешься ты от фотографий там или вот это, ну, стандартная история, как бы. Фотки одно, в жизни другое, как бы, да, у тебя же есть свои движения, своя мимика, своя харизма, понимаешь? Своя энергетика. Вдруг твоя энергетика по моей не подходит. Ну, здесь, видимо, наоборот. Нищебродская энергетика не подходит к моей. Это типа моя? Ну, не моя же. То есть я нищеброд, по-твоему? Я просто не понимаю конструкцию. Сам сказал. Я не говорил такого. Я просто не понимаю конструкцию нашего разговора. Вот разговор был какой-то, ну, максимально кринжовый, получается. Кринжовый? Ну, реально. То есть, ну, на мой взгляд, люди, когда встречаются, у них должно быть какое-то лайтовое общение, знаешь, там, типа флирт, там, ну, что-то там, хихоньки-хахоньки. А что ты хочешь, чтобы девушка села в машину и сразу же, мой дорогой? Нет, тебе, ко мне? Нет, ну, как-то, знаешь, когда люди начинают общение, как бы, друг другу узнают, там, что-то, ну, не знаю, как-то прикалываются, там, общаются, смеются. Вот, а у тебя там деньги, там, что-то нищеброд. Вон там, или еще прикалывается, ты уже пошутил, что я тебе якобы понравилась. Ну, да. И? Ну, капец. Сразу про деньги, там, про 3 миллиона говоришь, которых, я уверен, что нету. А ты 100%. лично глазами видел? А я твой Нет. миллион не видела. Судя по А я миллионы не получаю, я пошутил. Ну? Мне же надо как-то было отвечать на эту ерунду. Может- Вот еду 2 пола просто и заливаю друг другу, все. Встретились 2? Биба-буба. Ну. Так, что, ладно. Я не очень понимаю все-таки конструктив нашей беседы. Есть какие-то Ты перспективы? не интересно, я не понимаю, какие могут быть перспективы, когда ты уже на первой встрече врешь, говоришь, что зарабатываешь миллионы, айтишник, может быть, ты вообще там какой-нибудь дворник в заподвале. Плохого не имею в Скажи, виду, я но похож на дворника? знаю, М? на айтишника ты точно не похож. А на кого похож? На пи***ло. На пи***ло. Это моя профессия. Да? Так. Обычай, традиция. Ладно, хорошо. Что сейчас делаем? Есть перспектива или... Ну, можешь здесь где-нибудь остановить, я выйду. Ну, ладно, окей. Ну, это максимально странная беседа была, честно. Я так Мне говорю. вообще вот это вот, знаешь, неинтересно. Вот это вот Я слушать, понял. вот это вот больство, 1 миллион в месяц, я айтишник, даже двери открыть не можешь, шоколадку какую-нибудь купить, так чисто комплимент сделать. Я собиралась, красилась к тебе. Ну, ладно, окей, сейчас тебя остановлю.